Привет, друзья! Сегодня мы с вами готовим невероятно вкусное малиновое песочное пирожное. Для этого рецепта нам понадобится 1,5 стакана муки или 205 грамм, полстакана сахара или 120 грамм, половина чайной ложки разрыхлителя, немножко соли. Все это нужно хорошенечко перемешать. В сухие ингредиенты добавляем одно яйцо. Яйцо прям сразу из холодильника, оно холодное. Никак его готовить не нужно, взбивать не нужно. И сюда же добавляем сливочное масло. Масло у меня холодное, я его порезала мелкими кубиками. Общий объем масла полстакана или 113 грамм. А теперь погружаемся в процесс головой, а вернее руками. И перетираем все хорошенечко, всю эту массу, пока не получится у нас очень мелкая крошка. Вот что должно у нас получиться. Если эту массу взять в руку и смять ее, то получится вот такой маленький комочек. Высыпаем 2/3 полученной массы в подготовленную форму. У меня это квадратная форма 21 на 21 сантиметр. Свою форму я закрыла пергаментной бумагой. Моя бумага не прилипает, поэтому я ее ничем не смазываю. Если вы будете выпекать просто в форме без бумаги, то форму нужно обязательно смазать сливочным маслом. Формируем песочную основу. Для этого я просто распределяю тесто по всей поверхности формы и придавливаю вот так руками. Никаких специальных приспособлений здесь не нужно, мне это очень нравится, очень просто. Примерно вот так у вас должно получиться. В тесте видны маленькие белые комочки, это кусочки масла остались, ничего страшного в этом нет. А теперь подготовим нашу ягоду. У меня сегодня это 350 грамм малины. В малину нужно добавить 2 столовые ложки крахмала, у меня это кукурузный крахмал, можно картофельный добавить, и четверть стакана сахара. Четверть стакана сахара это 60 грамм. Ягоду нужно хорошенечко перемешать, чтобы она вся покрылась сахаром и крахмалом. Вот такие примерно ягодки должны получиться. Я их слегка придавливаю лопаткой, но стараюсь сильно не мять. Много сока нам на этом этапе не нужно, весь сок выделится в процессе запекания. А теперь берем подготовленную основу и выкладываем ягодную начинку сверху. Я уже поставила разогреваться свою духовку на 180 градусов по Цельсию. Выпекать я буду 40-45 минут или до тех пор, пока на поверхности не образуется золотистый цвет. Эти песочные пирожные очень-очень удачные. Их выпекать можно с любой ягодой на ваш вкус, а также можно сделать даже и с вареньем. Они получаются настолько вкусные, настолько невероятно нежные, что просто все спрашивают, в каком ресторане мы это купили. Ягоды я тоже распределила по всей поверхности основы. Посмотрите, как красиво получилось. И сверху посыпаем оставшейся крошкой. Ну а теперь осталось только запечь. Но пока пирожные выпекаются, я приготовлю сахарную глазурь. Для этого мне понадобится 2 столовые ложки воды. Ну и, конечно, сахарная пудра. Количество сахарной пудры будет зависеть от того, насколько густую вы хотите получить глазурь. В моем случае у меня получилось 4 столовые ложки с горкой. А пока мы ждем наши пирожные, я хочу переложить глазурь в пакет. Во-первых, она так не засохнет раньше времени, а во-вторых, мне будет удобнее гораздо формировать узор на готовых пирожных. Глазури получается не так много, поэтому я ее смещу всю в уголочек. Немного вот так закручу и на время отставлю в сторону. Вот что у нас получилось. В это время я уже вынула пирожные из духовки. Им нужно дать постоять какое-то время, минут 20-30, иначе тесто очень мягкое, его можно просто сломать. И как только оно достаточно остыло, аккуратненько вынимаем из формы и покрываем глазурью по вкусу настолько много, сколько вы хотите. А теперь только осталось нарезать порционно. Из этого квадрата у меня получается 9 больших пирожных. Пирожные с малиной или с клубникой получаются просто особенно вкусные. Приятная кислинка ягоды и такое приятное, мягкое, нежное, сладкое тесто. У этих пирожных только один недостаток. Их всегда мало. Готовьте сразу двойную порцию.